Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала. После обновления под названием Глубины бездны нам сделали реворк адских активностей. Звучит вроде хорошо, по факту нам просто их забалансили в корень, убрав чаши на бонус к славе. Порезали получаемую славу при открытии сундуков. Да, вновь добавили эту самую славу мобам, что там обитают, как компенсацию. Да еще и отвязав лут в сундуках от количества накопленного инфейма у персонажа, наряду с весьма разрекламированной подборкой игроков по количеству того самого инфейма и прочих показателей. Для более быстрой и точной подборки противника по силе. По факту, в глобальном плане, как всегда, что-то пошло не по плану. Новичкам в данной активности с суммарным инфеймом, что не превышает 30к, легко может закинуть противника с 100к плюс инфейма и больше. А с увеличенным процентом на поломку предметов после смерти, да еще и с учетом, что все греются выкачанной энергией в данной активности, о каком-либо приемлемом заработке и речи быть не может. После потраченных на это кучи часов игр во Вратах Адах, играя на одном билде и нарабатывая опыт и сыгранность с напарником, речь и показания прибыли будут относиться к начальным уровням инфейма для новичков во Вратах Ада. Я не забыл уточнить информацию и мнение у топов рейтинга и рандомно выбранных более низких позиций для обхвата как можно большего диапазона Врат Ада и вывести какую-либо усредненную цифру. Всем позитивного времени суток. Вы на канале Evil и мы начинаем. Со всеми минувшими изменениями и правками, что внесли патчи глубин бездны, вы сможете ознакомиться в моих новостных роликах и дневниках разрабов, что есть на моем канале по данному обновлению. Краткий вводный курс для новичков, что начали играть недавно, либо тех, кто не играл уже достаточно давно и успел позабыть, а возможно и вовсе не ходил во Врата Ада 2 на 2. Мы заходим во Врата Ада через логово антиквара, что находится в каждом городе, а значит минус затраты на создание или покупку ритуалов Врат Ада и пути к ним. Здесь довольно удобно и субъективно довольно крутое дополнение, что позволяет нам экономить время и серебро. В самих вратах нам нужно убивать мобов до тех пор, пока к нам не закинет противника. Мы меняем способности с ПВЕ на ПВП и начинаем чекать противников, подстраивая свой билд под противника. После сражения мы лутаем противников, а точнее тот лут, что не трэшнулся после их смерти, и идем лутать один финальный сундук с лутом. Также во вратах может нам встречаться один босс, либо одна элитка с одним сундуком. В таком случае у нас будет два сундука за врата и лут с противников. Врата бывают двух типов. Несмертельные, где после поражения нас выкидывает из них, и мы не теряем предметы экипировки, либо их смертельный вариант с потерей предметов экипировки при смерти. Данный тест проводился в их смертельном варианте с full лут системой. Несмертельный вариант в плейлисте «Вся правда о данжах» и прибыли в них. Ссылочка на плейлист с билдами и принципом игры на них также будет в описании. Теперь перейдем непосредственно к тестам самой активности. В среднем заработок славы во Вратах Ада порезали на 70%, если бой начинается сразу, при входе во врата. Либо на 50%, если нам придется еще и мобов попинать мимоходом. Это еще и будет зависеть от того, какой вам попадется сундук по итогу. Подсчет приведен для фиолетовых и легендарных сундуков. Синий и уж тем более зеленый приносят и того меньше. По факту за заход у нас будет выходить по среднему, если бой начинается сразу, то лишь слава сундука. Зелень и вовсе ничего не даст. Синие сундуки будут давать по 10 тысяч славы плюс. Фиолетовые сундуки по 36 тысяч славы плюс. И лего 60 тысяч плюс славы. Если нам придется почистить мобов, все будет зависеть от того, сколько мы будем их чистить. Но в среднем у меня выходило 68 800 славы плюс. И добавляем сюда еще и цвет сундука в финале. При том, что до хваленого реворка мы получали с фиолетового по 252 тысячи славы, а лего приносила нам по 500 000 славы, что позволяло нам неплохо прокачивать мастерки нашего персонажа. Да, с риском, но это был один из стимулов для игрока равнять руки, напрягать извилины и ходить в данную активность с кайфом, испытывая эстетическое удовольствие от побед и открытия финального сундука. В данный момент пойти в Open и запинать там 10 мобов будет намного выгоднее, чем пытаться прокачаться во Вратах Ада, пусть даже через ту же свободку. Времени на один заход уходит в среднем от 5 до 8 минут. Редко когда бывают затяжные бои до полного заливания лавой. Теперь поговорим о расходниках. На каждый заход во Врата Ада нам нужна одна еда, желательно зачарованная, а это минимум в среднем 80к серебра, для омлета 7,2, 10 выкачанной энергии, что составит 95 тысяч плюс, и зелья, коих я беру по 2 штуки защиты либо гиганта и потки очищения. Также 2 штуки на сумму в 10 тысяч плюс. Это базовый минимум, что составит 185 тысяч серебра.
И сюда же еще добавим билд, что будет нам обходиться в среднем 300 тысяч. Если экваль 6 тира, а это 4.2 или 5.1 предметы, либо сам 6 тир. В сумме на один такой заход нам потребуется 485 тысяч серебра минимум, что делает данную активность не такой уж и радужной для новичков. Касательно потерянных сетов во время теста. Я проводил данный тест во время записи материала для роликов с билдами на парные кинжалы, демонический посох и хила. Билд на который со всеми подробными пояснениями выйдет в скором времени. У меня ушло 12-15 сетов, что составило 5 миллионов 620 тысяч серебра. Ну и конечно же, нам потребуется стабильное соединение для игры в подобных соревновательных активностях. К сожалению, часто в последнее время возникают проблемы с подключением к Альбовусу онлайн. Особенно раздражают реконнекты и вылеты посреди PvP боев и частая недоступность сервера в целом. Для всех данных проблем есть одно простое решение – Lagafast. Эффективная и интуитивно понятная в управлении программа, что поможет решить не только проблемы со сбоями подключения к серверу и высоким пингом в игре, а еще и предотвратить потерю пакетов. Вдобавок поможет еще и повышать FPS в играх. А наличие переводчика игр в один клик позволит открыть для себя новые игровые миры и просторы, которые не были доступны раньше из-за языкового барьера. Переходим по ссылочке в описании и скачиваем Lagafast. Распаковка и установка займет в среднем 20 секунд. Входим под любой учетной записью с ВК или Google. Нам дадут 3 часа бесплатного теста, чтобы познакомиться со всеми функциями и преимуществами, что Lagafast предоставляет. А удобная функция поиска установленных игр на компе упростит процесс добавления их в саму программу для ускорения. Осталось только оптимизировать соединение и ускорить Альбион. Для этого выбираем сервер, на котором играем. И при помощи смарт-ускорения можно сразу подключаться через рекомендованный узел с наименьшим пингом. В дальнейшем будет подключаться все через него сразу. К стабильному подключению к серверу мы получим еще и снижение пинга, а наравне с уменьшением потери пакетов PvP лишится неприятных сюрпризов для нас. Есть встроенный ускоритель FPS, если возникнет проблема с кадрами, возможность выбора нужного нам IP, и вдобавок ко всему Lagafast обладает кроссплатформенностью и подходит для ПК, консолей и мобильных устройств, работая со всем перечнем доступных игр на данных платформах. Весьма удобна возможность выбора игровой площадки в отдельности, работу которой мы хотим ускорить. К примеру, Steam. Сама же подписка стоит недорого, и чем больше подписной период, тем меньше стоимость. А введя промокод EVIL, вы получите скидку в целых 30%. Таким образом, годовая подписка обойдется всего в $31, а месяц всего лишь в $3. Ведь сэкономленные нервы и наше спокойствие с уверенной игрой стоят куда дороже. Пользуюсь и всем доволен, особенно с записью PvP боев для роликов.
По итогу мы заработали суммах с серебром на 1 миллион 156 тысяч серебра, лутом 13 миллионов 356 тысяч 985 серебра. Серебром с пола поднято 71 819 единиц. Плюс-минус 601 единица серебра, но думаю, это не критично для подсчетов. Суммарно заработано 14 миллионов 584 804 единицы серебра. Затраты на билды составили 5 миллионов 620 тысяч серебра. Затраты на расходку 570 тысяч. Затраты на ремонт лута противника 1 миллион 276 тысяч 280 единиц серебра. Чистый заработок составил 7 миллионов 118 тысяч 280 единиц серебра. Времени затрачено 5 часов и 48 минут, что позволяет нам зарабатывать, грубо говоря, минимум 1 миллион 186 тысяч серебра в час. В итоге, субъективно хотел бы добавить, что врата ада 2 на 2 имеют ярко выраженную соревновательную составляющую, ярко выраженный антураж и увлекательный атмосферный геймплей, что потребует от игрока практики, понимания позиционирования персонажа, познания в способностях других предметов и выработки стратегий. Нам нужно напрягать не только свой мозжечок, но и руки. Многим, думаю, понравится такой групповой соревновательный режим. Однако новичку делать ставку на реальный заработок в данной активности я бы не рекомендовал. На данный момент играть нам стоит ради удовольствия, нежели для реального заработка или прокачки мастера, не говоря уже о том, что на высоких рейтингах разнообразие билдов сильно сокращается до 3-5 играбельных, и все. Но итоговый выбор всегда за вами, братишки и сестренки. Я лишь помог вам понять, какие цифры по заработку у вас могут выйти на начальных этапах игры в данной активности. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или же нет, решать только вам, друзья, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!